30 мая. Уже установилась теплая погода. Ну, ночами еще бывает там 11-12 градусов. Днем больше 20. Температура почвы сейчас уже где-то, наверное, 18-19, а то и 20 градусов днем. Поэтому я думаю, что можно уже выращивать рассаду батата в грунт. Вот это вот у меня получилось из 5 клубней. Сами клубни. Вот они, я их уже там пообрезал. Там остались какие-то такие отросточки неполноценные. А здесь вот где-то штук 100 кустиков получилось у меня в стаканчиках. И сегодня я их буду высаживать в грунт на грядке. Сейчас пойду подготовлю грядочки и будем высаживать. Мы занимаемся органическим земледелием, поэтому грядки не вскапываем лопатой, а только рыхлим плоскорезом Фокина. Рыхлость и даже, я бы сказал, пушистость земли достигается во многом за счет того, что грядки всегда замульчированы. Вот и под батат я заранее приготовил землю. Недели 2 назад я ее слегка прорыхлил и укрыл сеном. Можно соломой или любым другим пригодным для мульчирования материалом. Теперь мне надо сгрести на сторону сена. Под ним земля рыхлая и слегка влажная. Еще разок прорыхлим. Под сеном поработали бактерии, насекомые, да и землеройки внесли свой вклад. Земелька легкая и податливая. Несмотря на то, что в нашем районе почва суглинистая и тяжелая, а на наших грядках работать всегда одно удовольствие. Теперь я делаю сплошную борозду глубиной сантиметров 8-10. Раньше я под каждый кустик рассады копал лункой. Теперь же, на мой взгляд, я упростил процедуру посадки. Делаю плоскорезом сплошную, под шнурок, конечно, борозду, что для меня проще, чем копать луночки. Следующую борозду делаю через 30 сантиметров. На одной грядке у меня размещается 2 такие борозды. Я, кстати, и картошку стал высаживать в борозды. Еще раз хорошенько прольем рассаду. Я ее уже проливал, но непосредственно перед посадкой проливаю еще раз дополнительно. Так она легче извлекается из стаканчиков. Следующая операция. Берем осторожно стаканчик с рассадой и легким постукиванием по донышку извлекаем кустик. И просто ставим его, опустив в борозду. Через 30-35 сантиметров следующий. И так далее, до конца грядки. На обратном пути засыпаем кустики до уровня земли. Я это делаю просто руками. Мне так легче, а растению, думаю, приятней. После посадки всю грядку снова мульчируем тем же сеном, которым она была укрыта. Поливаем водой под каждый кустик, а сверху мульчу поливаем раствором с эффективными микроорганизмами, так называемые М-препараты. Все, пускай растет. А вам спасибо за просмотр. До свидания. Пока.